Друзья, всем привет! Это второе видео по чемпионату мира, и пора представлять группы и команды. Сегодня на очереди группа А. В ней оказались победитель Кубка Азии и победитель Кубка Африки, и еще организатор турнира. И они не фавориты этой группы. Вы на канале Время футбола, вашему вниманию группа А. Группа А включает в себя Катар, Эквадор, Сенегал и Нидерланды. В матче открытия сыграют Катар и Эквадор, поэтому предлагаю начать с этих команд. Стоимость Эквадора по данным Transfermarkt составляет 126 миллионов евро, и занимают они 44 место в рейтинге FIFA. 4 футболиста имеют стоимость более 10 миллионов евро. Это Хосе Цифуэнтес из Лос-Анджелеса за 10 миллионов евро, 2 игрока из английского Брайтона, Первис из Ступиньян 20 миллионов евро и Мойзес Кайседо 25 миллионов евро. И еще центральный защитник Пьер Хейкеп 22 миллиона евро. Игроки имеют хорошую стоимость, но для широкой массы это неизвестные футболисты. А вот кого точно должны знать, это капитан команды Энер Валенсия, который 3 года отыграл в АПЛ за Вест Хэм и Брайтон. Сейчас ему уже 32 года, и выступает он в Турции за Трабзонспор. По статистике за сборную он забивает примерно 1 гол в 2 матчах, что достаточно неплохо. В отборе на ЧМ лучшим бомбардиром команды стал Майкл Эстрада. Забил 6 в 17 матчах, которому 26 лет, и он выступает на правах аренды в мексиканском клубе Круз Асуль. В Европе он не играл, трансферная стоимость 3 миллиона евро. Если хорошо себя проявит, то, конечно же, может уехать из Мексики. В отборе на ЧМ Эквадор занял 4 место, после Бразилии, Аргентины и Уругвая. Забили столько же, сколько и Аргентина. Пропускают тоже немало, в среднем чуть больше гола за игру. Но, кстати, в последних 5 товарищеских матчах команда не пропустила ни одного мяча, но забили всего 2. Не знаю, как относиться к этой статистике, ведь это всего лишь товарищеские матчи. Средний возраст команды около 25 лет. Главный тренер команды Густаво Альфара, аргентинский тренер, которому 60 лет. Тренирует более 30 лет. Кроме Эквадора, сборной не тренировал, только аргентинские клубы. Самый известный из которых это Бока Хуниорс, в которой он провел 1 год. Играют чаще всего по схеме 4-3, но не всегда. Используют многие вариации с 4 защитниками. Ожидаю, что эта команда займет 3 место в группе. Теперь перейдем к Катару. Стоимость команды по данным Transfermarkt составляет чуть менее 20 миллионов евро. В рейтинге FIFA занимает 50 место. Самый дорогой футболист стоит 5,5 миллионов евро. Это левый вингер Акрам Афиф. Катар для широкой массы это пока безликая команда, с которой мы будем знакомиться только на этом чемпионате. Их главный тренер испанец Феликс Санчес Бас, который тренирует Катар с 2017 года, а работает в этой стране с 2006 года. Поэтому пониманию, как важен домашний чемпионат мира для этой сборной, ему объяснять не надо. На чемпионат мира 2018 года он вывести команду не смог. Но в 2019 году стал обладателем Кубка Азии, обыграли сборную Японии со счетом 3-1. А японцы очень сильная команда по меркам Азии. Поэтому Катар на этом чемпионате будет выступать как чемпион Азии. О философии игры сборной и хозяйки этого турнира многое говорит то, что их главный тренер испанец, каталонец, уроженец Барселоны. И работал в Академии Барселоны 10 лет. Средний возраст команды 26 лет. Команда участвовала только в товарищеских матчах в последнее время, поэтому оценивать их результаты не будем. У Катара есть огромный плюс перед другими командами, что эта команда состоит из игроков внутреннего первенства. И в этом сезоне они сделали паузу в чемпионате Катара в середине сентября, чтобы подготовиться к турниру. Сложно сказать, будет ли это преимуществом перед другими командами. Посмотрим в первой игре. А мои ожидания, что они займут 4 место. Во втором матче первого тура сыграют Сенегал и Голландия. Стоимость Сенегала составляет почти 300 миллионов евро. Эта команда выиграла Кубок Африки в этом году.
Интересно получается, в одной группе африканские и азиатские чемпионы. В рейтинге FIFA эта сборная занимает 18 место. И если честно, у меня ожидания от этой команды огромные, потому что в их составе большой ряд талантливых и крутых футболистов. Причем не как обычно для африканских команд, которые просто атакующая крутая линия. А в каждой линии есть классные футболисты. И самая главная звезда команды — это Садио Мане, нападающий Баварии, который в этом году стал вторым в голосовании за золотой мяч. В защите есть Кулиду Кулибали, в воротах Эдуар Менди, в опорной зоне Идриса Гие и другие. Есть и потеря. Бальде Кейта не сыграет, потому что дисквалифицирован. Буно Сар, правый защитник Баварии, травмирован. Если Кейта это не слишком большая потеря для Сенегала, то Буно Сар это огромная потеря для этой команды. В последних 5 матчах у Сенегала 3 победы, 1 поражение и 1 ничья. Но в этих матчах не было серьезных соперников. Мое ожидание от этой команды — это 2 место. Сборная Голландии занимает 8 место в рейтинге FIFA. Стоимость команды 470 миллионов евро. Главный тренер Луи Ван Гал. Я помню, как его команда в 2014 году ярко выступала на чемпионате мира. Гол Ван Перси, передача Дейли Блинда. Это было нечто. Сейчас такого сильного нападающего у них нет. Есть молодой игрок ПСВ Коди Гакпо, который сейчас лакомый кусочек для многих клубов Европы. Я думаю, он будет одним из открытий на этом турнире. Есть безусловные лидеры команды: Ван Дейк, Де Йонг, может быть местами Де Ликт. Есть довольно сильные игроки: Деврей, Дюмфрис, Аки и неувядающий Блинд. Плюс много молодых талантов. Команда будет у них интересная и яркая. В этом я не сомневаюсь. Единственное, у них нет нападающего. Ярко выраженные девятки. Да, есть Веххорст и Янсен, но с ними нельзя рассчитывать на высокие места. Отсутствие топового нападающего нивелировано тем, что есть много оттянутых форвардов. В Лиге наций чаще всего играли в 2 нападающих, которыми были Бергвин, Депай, Гакпо и Ноа Ленг из Брюгге. Что, кстати, не помешало Голландии уверенно занять 1 место в Лиге наций и много забивать. Под угрозой пропуска чемпионата мира находится Депай, который достаточно много времени пропустил из-за травмы бедра. Уже точно известно, что не будет Квинси Промеса. Любители РПЛ этому могут удивиться, ведь он лидер Спартака и отлично играет. Но в сборную ему дорога закрыта с того момента, как на него завели дело в Голландии. Да и для сборной это не потеря. Можно вспомнить Евро 2020. Там Промес иногда выходил на замену и был куском говна. Поэтому, повторюсь, это не потеря для сборной Голландии. Мои ожидания, что они не только займут 1 место, но и покажут красивую игру в атаке. Друзья, на этом будем заканчивать. Вот так выглядит группа А. Напишите в комментариях ваш прогноз на то, кто какое место займет. Если видео было полезно, то ставь лайк и подписывайся. Вы были на канале Время Футбола. Всем пока! There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor.